Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 100 интересных фактов, секретов и легенд об озере Байкал. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. В южной части Восточной Сибири расположен один из самых известных водоемов в мире – озеро Байкал. Его площадь равна площади Нидерландов, Бельгии или Дании. Если же считать по водному зеркалу, Байкал занимает 8-е место в мире среди самых крупных озер. Посмотреть на него мечтают тысячи путешественников, а местные жители почтительно называют его морем и считают его воды священными. Байкал – это уникальный природный объект, который является мировым достоянием. Одна из главных достопримечательностей нашей необъятной родины, ежегодно привлекает к себе тысячи туристов со всей планеты. Про него пишут рассказы и книги, снимают фильмы и проводят научные исследования, а местные жители слагают легенды. Является самым глубоким озером, которое хранит в себе множество неразгаданных тайн и загадок. Что он скрывает под своей зеркальной поверхностью? Мы расскажем вам самые интересные факты, а также тайны и секреты крупнейшего источника пресной воды в мире. Во второй половине ролика вы откроете для себя много информации о мистических и необъяснимых вещах, связанные с озером Байкал. Поэтому прошу досмотреть его до конца, будет интересно. 1. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет, и это при том, что в среднем жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4000 лет. При этом у озера нет признаков старения, оно не заболачивается и не заполняется осадками, а наоборот продолжает расти. 2. Чтобы полностью заполнить озеро Байкал, если бы оно вдруг опустело, потребовалась вода всех рек Земли примерно за год. 3. В России есть 8 озер с названием Байкал. Еще одно есть в Казахстане. Кстати, один из астероидов назван именем озера Байкал. 4. Около 8 миллионов лет назад в месте, где расположено самое знаменитое озеро России, был субтропический климат. Сейчас, однако, здесь довольно прохладно. 5. С глубиной в 1642 метра Байкал является самым глубоким из вообще всех озер на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей, и примерно в 5 раз больше высоты Эйфелевой башни. 6. Объем всех великих озер в Северной Америке – 22,671 кубических километров, меньше объема вод Байкала – 23,615 кубических километров. А Азовское море с его 290 кубических километров Байкал и вовсе превосходит по объему почти в 90 раз. 7. Вода здесь очень прозрачная, в среднем этот показатель достигает 40 метров, что сравнимо с прозрачностью вод Белого моря, самого чистого моря России. 8. Большая часть животных и рыб, обитающих в Байкале, являются эндемиками, они не встречаются больше нигде в мире. Среди известных байкальских эндемиков нерпа – осетр и омуль. Всего в озере и вокруг него обитают около 1000 видов живых организмов-эндемиков. За некоторыми из них можно понаблюдать в диких условиях. Например, на Ушканьих островах находится самое большое лежбище нерп. Байкальская нерпа – единственное млекопитающее озеро. Ученые до сих пор не знают, как она оказалась в Байкале. 9. Это озеро является самым большим на всей нашей планете резервуаром с жидкой пресной водой. 10. О том, что под Байкалом есть нефть, стало известно еще в XVIII веке, правда. Тогда никто не понимал, что это именно она.
Местные жители частенько находили на берегах байкерит куски черного, маслянистого вещества, которое сейчас именуют гудроном или битумом. Его использовали для смазывания телег, шпаклевки лодок и в прочих хозяйственных работах. Впервые о существовании байкальской нефти широко заговорили в 1833 году после экспедиции Петербургской академии наук. В советские времена на местах выхода углеводородов велись активные исследования, и даже всерьез рассматривался вопрос добычи нефти из озера. В 1950-1960-х годах прошлого столетия состоялись попытки бурения скважин, но на тот момент удалось отыскать только газ. Инициатива застопорилась на начальных этапах и не воплотилась в полную мощь. Новый всплеск интереса к байкальской нефти случился в 2000-х годах, когда спутники зафиксировали радужные круги неподалеку от мыса Горевой Утес. Дальнейшие наблюдения показали, что подобные пятна появляются регулярно. В 2005 году ученые, работавшие на экспедиционном судне «Верещагин», были настолько поражены найденными нефтяными пленками на поверхности самого чистого озера мира, что поначалу предположили крушение нефтяного танкера. Но после взятия образцов со дна Байкала оказалось, что нефть поднимается из придонного осадка. Экспедиции глубоководных аппаратов «Мир» в 2007-2008 годах это подтвердили. На дне были обнаружены битумные постройки, небольшие нефтяные вулканы, которые периодически выпускают черные шарики. По примерным оценкам специалистов, на дне Байкала содержится порядка 300-500 миллионов тонн черного золота. Ежегодно в озеро попадает до 6 тонн нефти, основные подводные, так сказать, фонтаны находятся у мыса Горевой Утес. Но даже при таком постоянном загрязнении озеро остается чистым. А все потому, что в Байкале живут бактерии, перерабатывающие разные типы загрязнителей, в том числе углеводороды. Нефтеокисляющие бактерии из рода Rhodococcus поедают нефть и не дают пятнам растекаться по широкой акватории. Они обитают в донных битумах и заодно служат маркером наличия полезных ископаемых. Концентрация Rhodococcus вблизи нефтегазовых выходов значительно выше, чем в других районах озера. Добыча нефти на Байкале запрещена, так как может привести к экологической катастрофе. К тому же байкальская нефть труднодоступна, добывать ее невыгодно. 11. Феноменальная глубина Байкала объясняется тем, что образовалось это озеро в тектоническом разломе земной коры, который постепенно заполнился водой. 12. В него впадает 336 рек, речек и ручьев, но вытекает лишь одна единственная река. Это Ангара, крупнейший приток Енисея. 13. Считается, что байкальскую воду можно безбоязненно пить, без кипячения и фильтрации. Однако, согласно сведениям ученых, делать этого не стоит. В ходе исследований в воде обнаружены токсины, которые могут быть опасны для человека. 14. Байкал занимает площадь в 31 722 квадратных километра. Это чуть больше площади таких стран, как Албания или Армения. 15. Средняя глубина Байкала достигает 744 метров. К примеру, у Баренцева моря этот параметр составляет всего 222 метра. 16. Открыли это чудо природы казаки, которые отправились за налогами. Отряд Курбата Иванова царь Михаил Федорович послал в Сибирь для прииску новых неисашных людей, поскольку до самодержца дошли слухи о богатстве местных жителей. В 1643 году, 22 июля, казаки вышли к западному побережью озера. Иванов и составил первую схематичную карту. В 1661 другой казак, Яков Похабов, основал на правом берегу Ангары Иркутский острог, ставший впоследствии воротами Байкала Иркутском. 17. По числу солнечных дней Байкал опережает любую другую точку в России. Пасмурных дней без солнца здесь бывает в среднем 30-40 за год, не больше. 18. В байкальских водах почти никто не купается, потому что они остаются холодными даже летом. 19. Здесь часто происходят землетрясения,
Обычно довольно слабые, но случаются и сильные толчки. 20. Байкал целиком и полностью включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 21. Стоимость всей байкальской воды, если посчитать ее, исходя из средних цен, составит около 230 триллионов долларов. 22. Более половины воды в Байкал приносит Селенга, крупнейшая из впадающих в него рек. Ее вклад превышает 30 кубических километров ежегодно. 23. В прилегающих к Байкалу территориях произрастает более 1000 видов растений. 24. Мелководные байкальские заливы местные жители называют словом сор. 25. Высокое содержание кислорода стало причиной обильной заселенности Байкала живыми организмами. Здесь обитает около 2600 видов животных. 26. Зимой толщина льда здесь достигает 1 метра, а в заливах может доходить и до 2 метров. 27. Уровень воды в Байкале после соединения озера с Иркутским водохранилищем поднялся на 1,2 метра. 28. Длина береговой линии этого озера превышает 2100 километров. 29. В 1862 году здесь произошло сильнейшее 10-бальное землетрясение, в результате которого под воду ушло 200 квадратных километров суши, что больше площади такой страны, как Лихтенштейн. Вместе с этой сушей затонуло 6 бурятских улусов, в которых жило 1300 человек. Сейчас на этом месте находится Байкальский залив-провал. 30. Рекорд жары, когда-либо зафиксированный на берегу Байкала, достигает 34 градусов Цельсия. 31. При одних и тех же погодных условиях здесь всегда дуют одни и те же ветра, и у них есть собственные названия, такие как Баргузин, Низовик и другие. Купаться в Байкале сложно еще и из-за ветров, которые дуют здесь круглогодично. Метеорологи насчитывают более 30 видов воздушных потоков, каждый из которых имеет свое название. Например, ветер Баргузин дует в центральной части Байкала и приносит с собой солнечную погоду, а ветер Култук, наоборот, становится спутником дождей. С ветрами на Байкал приходят шторма с крутыми и частыми волнами высотой до 4 метров. Интересный факт: на озере почти никогда не бывает штиля. 32. Озеро расположено между Сибирской и Амурской платформами земной коры. Если динамика недр не изменится, через несколько миллионов лет Байкал может слиться с Охотским морем и стать частью океана. При этом есть гипотеза, что озеро Байкал – это новый зарождающийся океан. Это научная гипотеза, а не факт, но все наблюдаемые события, включая движение земных плит, озеро Байкал находится на краю Сибирской платформы, которые приводят к расширению границ Байкала, подразумевают именно это. 33. Ширина озера в самой узкой точке составляет 24 километра, а в самой широкой 79 километров. В длину от края до края оно достигает 636 километров. 34. Экологическая обстановка в Байкале постепенно ухудшается, так как ежегодно сюда попадает около 4 миллионов сточных вод, сбрасываемых во впадающие в него реки различными промышленными предприятиями. 35. Здесь водятся тюлени, предки которых, вероятно, когда-то приплыли сюда по Ангаре из Северного Ледовитого океана. 36. За всю историю менее десятка пловцов переплыли Байкал в ширину. Это мало кому под силу из-за того, что вода тут всегда стабильно холодная. 37. Около половины всего улова рыбы на Байкале приходится на браконьеров. 38. Суммарная величина всех обитающих в озере рыб оценивается в 150 миллионов тонн. 39. Из 27 островов Байкала несколько довольно крупны, а на одном из них есть постоянное население. Это остров Ольхон, площадью порядка 730 квадратных километров,
на котором проживает около 1700 человек. Приехать на Ольхон можно и нужно ради того, чтобы увидеть скалу, шаманку, одну из главных особенностей острова, и место паломничества бурятских и якутских шаманов. Также на острове можно посмотреть на золотой песок Сарайского залива и вместе с местными экскурсоводами прогуляться по самым священным местам Байкала. Ольхон считается географическим и историческим центром Байкала. 40. Даже летом температура при поверхностных слоев воды здесь обычно не превышает 9-10 градусов Цельсия. В некоторых бухтах и заливах на мелководье она может прогреваться до 20 градусов Цельсия, но редко. 41. Если бы всю воду Байкала разделили между гражданами России, на каждого человека пришлось бы примерно по 166 тысяч кубических метров или примерно 2750 стандартных железнодорожных цистерн. 42. Штормы здесь бывают не хуже, чем на каком-нибудь море, и в таких случаях волны могут достигать 4 метров в высоту. 43. В Байкале сосредоточено около 90% пресной воды России или 19% пресноводных запасов всего мира. 44. Если бы озеро вдруг перестало пополняться водой, но продолжило бы вытекать через Ангару, содержащейся в нем воды хватило бы на 350 лет. 45. Из всех озер Земли лишь Каспийское море превосходит Байкал по объему, так как оно, строго говоря, является бесточным озером. Но в нем вода соленая, точнее солоноватая. 46. Зимой лед на Байкале всегда покрывается глубокими трещинами, которые иногда могут превышать 20-30 километров в длину. 47. Чтобы определить его максимальную глубину, в 2002 году исследователи сделали более 1 300 000 замеров в разных точках озера. 48. Только в Байкале водятся уникальные пресноводные губки. Обычно эти морские животные водятся только в соленой воде. 49. На байкальских берегах находятся 9 природных заповедников, национальных парков и заказников. А также рядом с Байкалом можно найти следы древней цивилизации на утесе Саган-Заба. Название утеса, расположенного на западном берегу, переводится с бурятского языка как «белая скала». Саган-Заба действительно выделяется по цвету из ряда прибрежных скал. Буряты считали это место обиталищем сильных духов предков. По легенде, в одной из тайных пещер утеса спрятано золото, которое духи решили оставить себе. Его вез китайский караван, но из-за непогоды люди не смогли переправиться через Байкал по воде и схоронили золото в потайном месте, чтобы потом забрать его. Однако так за ним и не вернулись. Сохранились описания таинственной пещеры, но найти ее до сих пор не удалось. Зато в 1881 году на утесе обнаружили наскальные рисунки древних людей. По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они стали самыми сложными из всех известных наскальных рисунков на территории от Урала до Тихого океана. Самые ранние из них датированы концом второго тысячелетия до нашей эры. 50. Вода в Байкале меняет цвет в течение года. Весной она голубая и прозрачная, а к осени зеленеет, и ее прозрачность снижается в 4 раза. Происходит это из-за цветения водорослей и размножения микроорганизмов. 51. Дно видно с высоты 12-этажного дома. Да-да, не удивляйтесь, вы действительно сможете разглядеть дно на глубине до 40 метров. Вода Байкала чистая и прозрачная. Многие приезжающие уверены, что ее можно пить прямо из озера. Однако, согласно сведениям ученых, делать этого не стоит. В ходе исследований в воде обнаружены токсины, которые могут быть опасны для человека. 52. Озеро образовалось на месте тектонического разлома земной коры. По бурятским легендам, из появившейся после содрогания земли трещины вначале пылал огонь. Только после криков «Бай!», «Гал!», означающих «огонь!», «Остановись!», пламя стало затухать. Постепенно трещина заполнилась пресной водой, так появился Байкал. 53.
Зимой Сибирское море замерзает почти целиком, за исключением участка, откуда вода Байкала уходит в Ангару. Озеро под прозрачным ледовым покровом поражает красотой и привлекает не меньше туристов, чем летом. Толщина льда может достигать 1,5–2 метров, видов которого на Байкале можно насчитать около 50. Это и колобовник, и сало, сакуи, гвоздики и пузыри. А еще есть гроты из ледового материала, замерзшие прибрежные скалы и сосульки причудливых форм. 54. Изменение уровня воды, неправильная работа очистных сооружений, отходы, оставшиеся после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и другие причины наносят озеру экологический урон. Эксперты предупреждают, что состояние озера ухудшается, меняется качество воды, под угрозой исчезновения находятся целые экологические системы. Помочь сохранить природное наследие может контроль местного предпринимательства и туризма. 55. Около Байкала нет аэропортов, поэтому лететь придется до ближайших городов Иркутска или Улан-Удэ. От них уже можно доехать до озера на такси, автобусе или поезде. Через Иркутск и Улан-Удэ также проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Дорога из Москвы до Иркутска на поезде займет около 3 суток, а до Улан-Удэ около 4. 56. Озеро находится на юге Восточной Сибири, границы Иркутской области и Республики Бурятия. Байкал окружен живописной природой. Вокруг него раскинулись горы, дикие таежные леса чередуются с широкими степями, лугами и даже пустынями. 57. По очертаниям озеро похоже на узкий полумесяц, поэтому его легко найти на карте. 58. Вода Байкала необычайно мягкая. В ней содержится малое количество минеральных веществ, около 0,1 грамма на литр. Это значение в 10 раз меньше, чем в стандартной питьевой воде, и в 350 раз меньше, чем в морской воде. Обычная морская вода содержит 35 грамм на литр. 59. На месте, где сейчас расположено самое известное озеро России, в далекие времена преобладал субтропический климат. В настоящее время на этой территории прохладно, а зимой могут быть сильные морозы. Самая низкая температура на озере Байкал была зарегистрирована в феврале 1933 года. Тогда термометры показали минус 44,6 градуса Цельсия, это одна из самых низких температур, зарегистрированных в районе Байкала. 60. Среди интересных животных Байкала многие туристы выделяют лис. Некоторые совершенно не боятся людей и близко подходят к ним, чтобы их угостили лакомствами. Кроме лис, с другим животным Байкала связана одна легенда. Лебеди-птицы, которых нечасто можно увидеть на Байкале, однако с ними связана прекрасная история о Небесной Деве. Охотник Харедой славился своим искусством. Однажды по весне он выслеживал стаю лебедей. Спрятавшись в зарослях, Харедой увидел, как все птицы, опустившись на берег, превратились в прекрасных юных девушек. Пока красавицы купались, находчивый охотник похитил одеяние одной из них. Выйдя на берег, все девушки вновь облачились в свое привычное оперение, после чего взлетели в небо. И только одна из них не смогла найти своих одежд. Растерянная, она стояла на берегу. В тот миг к ней и вышел Харедой. Красавица бросилась в воду, умоляя его отдать оперение. Охотник ласково обратился к девушке. Он отметил, что не причинит ей зла, но попросил прекрасную деву стать его супругой, ведь он был очарован ею с первого взгляда. Взглянула на него дева-лебедь и поняла, что тоже сражена красотой юного охотника. С тех пор она стала женой Харидоя, который относился к ней с нежностью и любовью, ценил и оберегал. У пары родилось 11 сыновей. Но однажды по осени над домом Харидоя пролетала лебединая стая. Стала просить охотника супруга: «Позволь мне надеть свое девичье одеяние». Муж, прежде надежно прятавший лебединое оперение, возвратил его возлюбленной. Она же обратилась в птицу и улетела вместе со своими сестрами. 11 потомков Харидоя и девы-лебедя стали народами, проживающими на берегах Байкала.
61. На территориях, расположенных рядом с Байкалом, произрастает примерно 1000 разнообразных растений. 62. Происхождение названия Байкал точно неизвестно. Наиболее распространенная версия, что Байкал слово тюркоязычное и означает «богатое озеро». 63. Территория, где расположен Байкал, является сейсмически активной. Здесь размещено 30 сейсмических станций с сейсмографами. Зачастую землетрясения достаточно слабые, но могут произойти и сильные толчки. 64. В целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера, в 1999 году был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября. С начала его празднования было установлено на 4-е воскресенье августа. С 2008 года решением Законодательного собрания Иркутской области этот праздник перенесли на 2-е воскресенье сентября, а постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 18 февраля 2015 года празднование Дня Байкала было установлено на 1-е воскресенье сентября. К настоящему времени День Байкала получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой в экологическом календаре. Появились новые и добрые традиции. Например, в Иркутске к этому дню приурочено проведение фотовыставок, конкурсов и театрализованных представлений. Многие общественные акции, научные, культурные и спортивные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Это кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, викторины, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов и другие. 65. От 80% до 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишура, мелких ракообразных. Кстати, именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты. 66. Чистоту озера поддерживают и другие более сложные организмы. Байкал заселен по всей толще от поверхности до самого дна. Именно здесь обитает единственная в мире глубоководная пресноводная фауна, причем на дне живут не только простейшие, но и высокоразвитые организмы. Байкал населяют более 3500 видов растений и животных. Из них от 60 до 80%, по разным оценкам, эндемики, то есть живущие только здесь и больше нигде на планете. Однако, по мнению ученых, в озере находится в 3-4 раза больше обитателей, чем описано сегодня. Самая многочисленная группа байкальских организмов – ракообразные. В особенности амфиподы, они же бокоплавы или разноногие рачки. Сейчас ученым известно более 350 их видов, и подвидов все они считаются эндемиками. Байкальские амфиподы занимают в озере разные экологические ниши, кто-то живет в поверхностном слое, кто-то лишь на дне, одни питаются растениями, другие падалью. Такой принцип расселения характерен не столько для озер, сколько для морей и океанов. Но все же большая часть бокоплавов обитает на дне, питаясь мусором и погибшими организмами. Они адаптировались к тяжелым условиям, отсутствию света, холодной и почти дистиллированной воде, зараженной пище, и научились вырабатывать особые защитные вещества, помогающие бороться с инфекциями. Ученые уже заинтересовались этой способностью и рассматривают амфипод в качестве поставщиков новых антибиотиков для человечества. 67. Байкалу помогают не только живые клинеры, но и система самоочистки, заложенная в его, так сказать, прошивке. Озеро насыщено кислородом, именно поэтому даже в самой глубокой точке, на 1642 метре, есть жизнь. В большинстве других водоемов кислород не проникает более чем на 100 метров в глубину. Ниже сероводородная зона, где выживают лишь бактерии. Однако в Байкале все иначе благодаря уникальному явлению перемешивания водных масс. Озеро расположено в подходящем климатическом поясе с выраженной сезонностью.
дважды в год поздней осенью и ранней весной его верхние слои проходят точку плюс 4 градуса Цельсия. При этой температуре пресная вода на планете имеет наибольшую плотность. Поверхностные слои становятся тяжелее глубинных, имеющих постоянную температуру плюс 3,5 градуса Цельсия, и устремляются вниз, выталкивая воду со дна наверх. Опускаясь, насыщенные кислородом верхние слои позволяют дышать глубоководным жителям Байкала. Этот процесс перемешивания называется апвеллинг и даунвеллинг. Для сравнения, на озере Танганьика нет зимы. Они с Байкалом, так сказать, родственники, похожи по происхождению, строению и площади, однако у африканской сестры вода не перемешивается, а значит отсутствует приток воздуха ко дну и высокоразвитая жизнь на глубинах более 100 метров. Кроме того, кислород – сильнейший окислитель. В Байкале отмершие организмы быстрее разлагаются, не вызывая помутнения вод. 68. Изменение климата добралось и до глубочайшего озера мира. Данные самого длительного непрерывного мониторингового проекта России под названием «Точка номер 1» говорят о том, что за 76 лет среднегодовая температура поверхностных вод Байкала повысилась более чем на градус. Точка номер 1 появилась в 1945 году. С тех пор сотрудники НИИ биологии Иркутского государственного университета раз в 2 недели берут пробы в одной и той же точке, расположенной напротив поселка Большие Коты, неподалеку от туристической Листвянки. Эти наблюдения позволяют оценивать водные характеристики и состояние байкальского фита и зоопланктона на глубинах от 0 до 250 метров. 1 градус – значительный скачок для холодолюбивых обитателей озера. Потепление наиболее характерно для прибрежной зоны и уже вызывает перестройки в экосистеме, смещая эндемичных рачков-амфипод с поверхности на глубину в привычную прохладу. Это освобождает экологические ниши для видов вселенцев, нетипичных для Байкала. Например, за последние 20 лет широко распространенная улитка-прудовик встроилась в байкальскую экосистему и размыла нативную фауну эндемиков, а в некоторых заливах стала доминирующим видом среди моллюсков. 69. С 1996 года Байкал – природный объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако скоро этот статус может быть пересмотрен, ООН хочет включить озеро в список объектов под угрозой. Окончательное решение должно было быть принято на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в июне 2022, однако она была отложена на неопределенный срок. Тем не менее, экспертов тревожит изменение уровня воды, неконтролируемая застройка берегов и ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината БЦБК. Сейчас в списке под угрозой находится 52 мировых объекта и пока ни одного на территории России. Смена статуса также грозит вулканам Камчатки и Западному Кавказу. Для цивилизованных стран внесение природных объектов в список под угрозой считается серьезным ударом по репутации. Если государство не устранит текущие проблемы и природный объект теряет свою ценность, территория может и вовсе лишиться статуса всемирного наследия. 70. На территории озера находится более 20 пещер, многие из которых имеют несколько залов. А на восточном берегу Байкала высится гора Бархан-Уула, охраняющая с севера буддийское учение. Упоминания о ней встречаются не только в местном фольклоре, но и в тибетских письменных источниках. В последних говорится, что в Бурятии и Монголии есть 5 мест, где обитают главные духи, и самая северная из них это как раз и есть живописная гора Бархан-Уула. Сегодня на гору приходят и буддисты, и шаманисты, чтобы поклониться духам. Считается, что поднявшийся на Бархан-Уула человек в течение года будет чувствовать в себе особую силу. На скалах можно рассмотреть фигуру Будды, но она открывается лишь тем, кто ведет праведную жизнь. Бархан-Уула – одна из главных вершин Баргузинского хребта, ее высота составляет 2514 метров. У бурят многие горы традиционно считались местом обитания самых сильных духов предков. По горам проводили границы, горы защищали родные земли от врагов. Уходя пиками в небо,
Именно горы были путем к божественному миру. 71. Берега Байкала были заселены уже в середине второго тысячелетия до нашей эры. В Прибайкалье жили племена глазковской культуры, предки ивенков. В настоящее время на берегах Байкала проживает около 100 тысяч человек. 72. На фотографиях, сделанных из космоса, на льду озера Байкал видны темные кольца диаметром 5-7 километров, которые появляются в тех же местах, но не каждый год. Ученые считают, что под этими кольцами на дне Байкала находятся газовые, грязевые вулканы. Испускаемый теплый газ поднимается к поверхности воды, образуя при движении подводный циклон, который теплее окружающей воды и создает такие круги. Действительно, лед в таких кругах тоньше и более насыщен водой, чем в других районах Байкала. Кроме того, лед внутри этих темных кругов оказался буквально заполненным микротрещинами, возможно, через них в атмосферу выходит газ. 73. Горы вокруг Байкала находятся в постоянном движении, они поднимаются или опускаются. Самая большая скорость передвижения, плюс 2,7 см в год, принадлежит Северомойскому хребту. 74. Вода в Байкале полностью обновляется примерно каждые 383 года. 75. Рядом с Байкалом, по дороге к другому озеру Шара-Нур, можно полюбоваться на знаменитые и загадочные ольхонские круги на полях. Вы наверняка видели снимки с такими фигурами, но теперь знаете, в России тоже есть аналог известных на весь мир ведьминых кругов. Причем никто не знает, почему и как они появляются. Суеверные люди верят, что полосы возникают из-за хороводов ведьм, а исследователи просто разводят руками. На образование идеально ровных кругов не влияет ни особенность грунта, ни другие природные явления. Хотя необходимо отметить, что в другом нашем видео на канале КИФ под названием «50 тайн мира», которые наконец раскрыты наукой, мы рассказываем информацию, которая проливает свет на это явление. 76. Байкал не только природное чудо, но и место, богатое легендами и духовными традициями. Для бурятского народа, населяющего регион вокруг озера, Байкал имеет особое значение. Озеро считается священным местом, в котором обитают духи и божества. Одна из легенд гласит, что Байкал – это глаз земли, и его вода способна исцелять и приносить удачу. Эта глубокая духовная связь между человеком и природой делает Байкал еще более загадочным и привлекательным для тех, кто стремится понять гармонию природы и человека. 77. Зимой Байкал превращается в настоящее волшебство, когда поверхность озера замерзает. Однако самое удивительное это явление известное, как льдины Байкала или изумрудные льды. В холодные дни, когда лед начинает образовываться, он часто приобретает удивительный сине-зеленый оттенок. Это связано с оптическими свойствами воды и льда, которые фильтруют и отражают свет в специфическом спектре, создавая этот магический цвет льда. Издали это выглядит как настоящее полотно изумрудных кристаллов, и оно привлекает множество туристов и фотографов, стремящихся запечатлеть этот уникальный природный феномен. 78. Байкал не только обладает удивительной водой, но и скрытыми сокровищами в его окружающей территории. Регион вокруг озера богат минеральными ресурсами. Однако из-за строгого законодательства и экологического внимания добыча ограничена. Например, в близлежащих горах можно найти редкие минералы и полудрагоценные камни, такие как аметисты и голубой агат. Такое сосредоточение минеральных богатств делает регион еще более интересным для исследования и охраны. 79. Среди обитателей Байкала можно встретить настоящего динозавра среди рыб омуля. Омуль – это вид сиговых рыб, который обладает уникальной способностью. Он способен преодолевать значительные расстояния для нереста. Это явление привело к тому, что омуль стал символом верности и выносливости в культуре бурятского народа, населяющего Байкальский регион. 80. Байкал – настоящая научная лаборатория под открытым небом. Его уникальные экосистемы
привлекают внимание ученых со всего мира. Озеро изучается как биологами, так и геологами, климатологами и другими специалистами. Экологические исследования помогают понять, как воздействует человеческая деятельность на этот уникальный регион, а также как сохранить его природное разнообразие. 81. На Байкале существует небольшой остров под названием Успенский, где находится исследовательская станция. В 1956 году здесь была построена первая в мире плавучая атомная станция «Ленин». Она служила для экспериментов с использованием ядерной энергии в мирных целях. Этот проект продемонстрировал принципиальную возможность использования атомной энергии для производства электроэнергии и был первым шагом к созданию плавучих атомных электростанций. 82. В окрестностях Байкала много священных и мистических мест, особенно на Ольхоне. Сердце острова мыс Бурхан, или скала-шаманка, названная так в честь первой женщины-шаманки Адыгон. Говорят, она исцеляла больных и помогала найти путь заблудшим душам. Местные жители и гиды предупреждают, приближаться к скале могут только мужчины-последователи шаманизма. А залезать на нее нельзя никому. Это все равно, что карабкаться на купола церкви. Но туристы не верят в духов и лезут за красивыми кадрами. В результате многие получают серьезные травмы. Говорят, в лесах Ольхона живут духи, способные заставить заблудиться в 3 соснах. Либо могут помочь с исполнением желаний. Рядом с Бурханом высится 13 столбов с РГ. По легенде, духи предков привязывают к ним лошадей. Чтобы попросить исполнить мечту, нужно окропить камни молоком, трижды обойти по часовой стрелке, поздороваться и завязать ленточку. Это называется побурханить. Ольхон – самый крупный и единственный обитаемый остров. На Байкале считается территорией, где родились первые шаманы этих мест. В 1990-е годы бурятские шаманы признали остров главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят. С Ольхоном связано огромное количество мифов. Самый романтичный из них рассказывает, как появились хари-буряты, одно из 4 бурятских племен. Их прародитель, охотник Харидой, жил на Ольхоне. Однажды он увидел на берегу 3 лебедей, которые, скинув крылья, превратились в прекрасных дев. Харидой украл крылья одной из них, девушки по имени Хуншубуун. Она стала женой охотника, родила ему 6 дочерей и 11 сыновей, которые и дали начало 11 хоринским родам. Но сердцем Хуншубуун всегда стремилась домой и на старости лет попросила мужа позволить ей примерить крылья. Надев их, Хуншубуун снова стала лебедем и улетела в родной небесный чертог. А ее потомки в знак уважения по сей день окропляют небо, брызгая вверх молоком или чаем, когда над ними пролетает стая диких лебедей. Да, мы знаем, что вариант этой легенды мы уже рассказывали в пункте 60. Но уж больно красивая история, согласитесь. Первые письменные сведения о бурятах относятся к XII веку, уже тогда они жили в Забайкалье. Предполагается, что их предки изначально проживали именно на восточном берегу, а позже расселились южнее и западнее Байкала. 83. Вода Байкала всегда была объектом интереса ученых и исследователей. Однако одним из самых загадочных явлений является так называемая Байкальская дыра. В разное время слышались рассказы о плавучих островах, странных вихрях и даже временных искажениях пространства в районе озера. Но наиболее известный миф о Байкальской дыре связан с предполагаемым вертикальным каналом, соединяющим поверхность озера с его дном. Говорят, что вода из озера может исчезать через этот канал, а затем возвращаться обратно, вызывая мощные водовороты и даже внезапные бури. 84. Еще одним захватывающим явлением на Байкале являются так называемые байкальские летающие субстанции или байкальские убегающие камни. Свидетельства о них остаются воспоминаниями многих путешественников. Очевидцы утверждают, что видели, как камни кажутся поднимающимися в воздух и парящими вокруг озера на определенной высоте. Ученые склоняются к мнению, что это связано с оптическими и атмосферными явлениями,
такими как миражи и ветры, но точная природа этого феномена до сих пор остается загадкой. 85. На дне Байкала обнаружено множество глубоких углублений и следов, которые могут быть связаны с падением метеоритов. Некоторые из этих следов имеют форму кратера и указывают на возможные столкновения с космическими объектами в далеком прошлом. Это вызвало интерес ученых и исследователей, которые пытаются определить, какие события могли привести к образованию этих глубоких следов на дне озера. 86. Одной из самых известных и загадочных легенд, связанных с Байкалом, является рассказ о байкальском чудовище или Нессе Байкала. Свидетельства очевидцев описывают огромное существо с длинной шеей, похожее на динозавра. Несмотря на то, что ученые склоняются к тому, что многие из этих свидетельств могут быть связаны с наблюдениями за тюленями или большими рыбами, миф о байкальском чудовище продолжает жить в легендах и рассказах, добавляя загадочности этому удивительному озеру. 87. Одним из загадочных феноменов на Байкале является явление скатовых камней. В течение зимы, когда поверхность озера покрывается льдом, некоторые камни, оказавшиеся на льду, начинают двигаться и оставлять за собой следы. Несмотря на то, что изначально это могло показаться результатом чисто атмосферных явлений, ученые обнаружили, что это связано с незначительным таянием льда в результате солнечного излучения и ветра, создавая под ледяным камнем тонкий слой воды и позволяя ему скользить. Этот феномен стал объектом интереса исследователей и привлек внимание тех, кто увлекается природными загадками. На самом деле аналогичное явление происходит в долине смерти, о загадке ползающих камней которой мы уже рассказывали в другом нашем видео 50 тайн мира, которые наконец раскрыты наукой. 88. На северном берегу озера Байкал существует интересное горное образование, получившее прозвище Байкальская пирамида. Это небольшой холм, имеющий пирамидальную форму и выделяющийся на фоне окружающей местности. Несмотря на свою скромную высоту, он привлек внимание как ученых, так и энтузиастов мистики. Местные легенды и рассказы говорят о том, что эта пирамида может иметь связь с древними культами и энергетическими линиями Земли. Однако научное объяснение связано с геологическими процессами, которые формировали этот холм с течением времени. 89. В районе озера Байкал были зафиксированы странные звуковые феномены, называемые Байкальской гаванью. Этот феномен заключается в том, что звуки, такие как гудение, рокот или даже мелодии, могут появляться из-под воды и проникать внутрь судов или даже жилых помещений на берегу озера. Эти звуки иногда сопровождаются вибрациями, вызывая чувство необъяснимой тревоги. Несмотря на попытки исследовать этот феномен, его природа остается загадкой, и многие теории остаются спорными. 90. На озере Байкал происходит забавный феномен, который получил название «вершинные встречи». Иногда, когда ветры поднимаются на поверхности озера, они могут сталкиваться в такой манере, что создаются волновые паттерны, напоминающие пики и хребты. Это создает визуальный эффект, словно вершины гор собрались вместе на воде. Это явление порой сопровождается звуками, создавая иллюзию, будто горы собрались навстречу. Этот феномен подчеркивает, насколько озеро Байкал остается источником непрекращающегося восхищения и удивления. 91. В зимние месяцы на Байкале можно услышать удивительные звуки, которые называют семьей незримых музыкантов. Эти звуки происходят из-под льда и создают мелодичные, практически музыкальные звуковые вибрации. Научное объяснение этому феномену заключается в механическом воздействии ветра на пласты льда, что создает резонанс и производит звук. Но несмотря на научное объяснение, это уникальное акустическое зрелище придает зимнему Байкалу дополнительное волшебство и загадочность. 92. Откуда пошло название Байкал? По-бурятски это озеро называется Байгаал-Далай. Монгольское слово «Далай-океан» великий указывает и на размеры, и на святость Байкала,
по аналогии с Далай-ламой. По преданию кабанских бурят, живущих на восточном берегу озера, однажды земля в этом месте содрогнулась, и появилась трещина с пылающим в ней огнем. Боги не вняли молитвам испуганных людей, тогда они воскликнули: «Бай, Гал, огонь, остановись!» Огонь стал затухать, постепенно трещина заполнилась водой и осталась в памяти народа под именем Байгаал. Озеро действительно образовалось на месте тектонического разлома гигантской трещины в земной коре. По мнению ученых, название могло произойти от тюркского Байкуль – богатое озеро, монгольского Байгал – богатый огонь, и даже от китайского Байхай – Северное море. Русские первопроходцы, проникшие в эти земли в 17 веке, сначала использовали венкийское название море Ламу, и лишь позже позаимствовали бурятское наименование, которое стало произноситься на русский манер Байкал. 93. Байкал живой. Местные жители не называют Байкал озером, только уважительно морем. Придя на берег, с Байкалом следует поздороваться. Купаться не воспрещается, но в священной байкальской воде нельзя мыться и стирать одежду, а также мыть машину. Нельзя плевать в воду или что-то в нее бросать. Экосистема озера действительно очень хрупкая. Здесь обитает 2635 видов растений и животных. Более 1000 из них эндемики, то есть встречаются только на Байкале. В последние десятилетия экологическая ситуация вызывает серьезные опасения ученых. Началось обмеление, в прежде идеально чистой воде находят следы человеческой деятельности. С 2011 года массово гибнет уникальная губка, главный очиститель байкальской воды. 94. Жертвоприношения на берегу. Согласно верованиям бурят, в каждой местности обитают свои духи. Для самых сильных из них сооружают пирамиду из камней, возле которой совершают жертвоприношения. В качестве жертвы выступают сладости и молочные продукты, монеты, хлеб, завязанные полоски ткани, жгуты благовония. По сей день по берегам Байкала и в горах региона можно увидеть возвышения из камней и привязанные к веткам ритуальные шелковые шарфы. Местные СМИ уверяют, что современные шаманы категорически против использования в ритуалах алкоголя. Духи гневаются, когда люди употребляют его сами или предлагают обитателям тонкого мира. 95. Легенда об Ангаре и Енисее. Самая известная легенда об этих краях связана с образованием реки Ангары. Было у старого богатыря Байкала 336 сыновей и единственная дочь Ангара, которую он прятал на морском дне. Когда пришло время Ангаре выйти замуж, отец задумал отдать ее за соседа Иркута. Но чайка, прилетевшая издалека, рассказала девушке про красивого богатыря Енисея, и зажглось сердце Ангары любовью. Она обманула отца, пробила горный хребет и вырвалась из моря. Обнаружив побег, Байкал в ярости кинул вслед дочери скалу, которая стоит у истоков Ангары и которую люди прозвали Шаман-камнем. Считается, что в Байкал действительно впадает 336 рек, и ручьев именно столько насчитал в XIX веке исследователь Сибири Иван Черский. Экспедиция же 2012 года выявила 297 водотоков. Однако однозначную цифру назвать сложно. Водотоки бывают постоянными и временными, протекающими по поверхности Земли и подземными. Гидрографы полагают, что непосредственно в Байкал впадает примерно 500 рек и ручьев, а питает всю эту систему свыше 13 тысяч водотоков. Вытекает из озера единственная река Ангара. Сливаясь с Енисеем, она несет байкальские воды в Северный Ледовитый океан. По сравнению с Байкалом Ангара очень молода, ей не более 60 тысяч лет. Возраст самого Байкала оценивают в 20-25 миллионов лет, хотя эта цифра оспаривается. Если она подтвердится, то Байкал официально станет самым древним озером на нашей планете. 96. Про гигантское озеро ходят и страшные легенды. Ярким примером является история про мыс Рытый. Это место получило дурную славу среди местных коренных жителей, они стараются обходить его стороной и не появляться рядом с ним. По легенде, никто не возвращался живым оттуда.
проплывающие лодки пропадают, моторы глохнут. Мыс Рытый — проклятое место. Жители побережья севернее Ольхона стараются обходить стороной необитаемый мыс Рытый и примыкающую к нему каменистую долину реки Риты. По рассказам местных, все, кто селился здесь, рано умирали. Сергей Волков в книге «По Байкалу» приводит легенду о том, как между ивенками, бурятами и якутами разгорелся спор. 3 племени не могли поделить долину, по которой проходила граница между их землями, и каждая выдвинула на битву шамана и богатыря. Несколько дней бились 3 шамана и 3 богатыря, но никто так и не смог победить. Однако сражение разбудило обитавшего в долине духа злобного Ухэр-Найона-хранителя верховья реки Лены. С тех пор злой дух наказывает всякого потревожившего его. Ученые говорят, что река Рита, приближаясь к Байкалу, уходит под землю, то есть, в представлении древних людей, прямиком в загробный мир. Долина реки пролегает по разлому земной коры. В этих местах отмечается аномальное магнитное поле, часто бывают землетрясения, случаются оползни и сели. Вдобавок к геологическим аномалиям, здесь наблюдается редкое атмосферное явление – оптическая линза. Под влиянием северо-западного ветра воздух становится таким чистым, что линия горизонта отодвигается на расстояние до 150 километров. Отсюда можно отчетливо видеть огонь на противоположном берегу в 55 километрах и вершины гор, находящиеся в 100 километрах от Рытого. 97. Еще одно неизученное явление – это огромная воронка, которая образуется всегда в одном месте. Ее прозвали «черная воронка». По словам коренных поселенцев, она представляет собой портал в загробный мир, через который пролетают души мертвых людей. Свидетели заявляли, что слышали голоса и рыдания, когда проплывали рядом. Кроме того, буряты верили, что на дне Байкала есть бездонная пропасть, связывающая его с Северным Ледовитым океаном, а по другой версии ведущая в место, где скитаются грешные души. Холодный Северный океан был в представлении людей древности воплощением страшного загробного мира. Старики рассказывали, как в Байкале находили то, что затонуло в Ледовитом океане. И наоборот, то, что утонуло в Байкале, могло попасть в океан через подземный тоннель. Многие наблюдали, как над тоннелем закручивалась водная воронка и затягивала проплывающие поблизости лодки. Воронка на поверхности озера действительно иногда появляется, ученые до сих пор не могут найти объяснение этому явлению. По одной версии, эта вода стремительно заполняет резко возникающие локальные провалы дна. По другой, воронку образуют встречающиеся течения. Согласно современным данным, самое глубокое место – 1642 метра. Байкала находится недалеко от острова Ольхон, как раз там, где представляли себе бездонную пропасть древние люди. Максимальные глубины и наибольшее количество мистических мест сосредоточены у западного побережья Байкала. Именно здесь проходит тектонический разлом, в результате которого и появилось озеро. 98. На Байкале все особенное, даже лед. Так почти 100 лет назад ученые вычислили особый тип ледяного покрова, который, по их сведениям, характерен исключительно для этого озера. Есть и так называемые сопки-конусовидные ледяные холмы с полостью внутри, достигающие в высоту до 6 метров. Зрелище впечатляющие сопки могут быть разбросаны по глади в одиночку, а могут срастаться в целые мини-хребты. 99. У местных жителей есть легенда. Однажды над Байкалом летел дракон и обронил свой клык в районе острова Ольхон, на мысе Хобой. Он вонзился в землю и с тех пор стал своеобразным символом и оберегом для людей. Ученые не спешат расстраивать очарованных местных, но заявляют, драконий клык вряд ли мог упасть на Байкале, а вот космическое тело вполне. Также племена, живущие на берегах Байкала, рассказывали, что в древнейшие времена по небу пронеслась золотая колесница. Она спустилась на землю, и из нее вышел огненный дракон. Он ударил своим огромным хвостом по земле, и появилась расщелина. Своим дыханием дракон растопил лед в горах, и вода хлынула в появившиеся пустоты. Именно он стал обитателем Байкала, правителем всех созданий, живущих в море.
Огненный дракон был создателем жизни. Люди почитали его как бога, постоянно принося щедрые дары. За это дракон платил им сполна, позволяя использовать воды озера, охотиться в лесах, раскинувшихся на берегах. Но шли века, и постепенно почитание дракона стало сходить на нет. Однажды могучий зверь поднялся с глубин и увидел, что на берегу для него не оставлено ни одного подношения. Разгневался дракон из-за человеческой неблагодарности. Ярость владыки Байкала сотрясала землю, а затем вода озера хлынула на берег, уничтожая все живое. Человеческие племена, что прежде называли себя сыновьями огненного дракона, были стерты с лица земли. В дальнейшем гнев повелителя стих, а на берегах Байкала появились новые народы, однако они не имели ничего общего с драконом, некогда породившим людей, которых сам же и уничтожил. 100. Байкал представляет собой крупный туристический объект. Ежегодно его посещают более 1 миллиона человек. Цивилизация постепенно добралась до могучего водоема и стала оставлять свои грязные следы от пребывания. Все чаще возле озера находят свалки отходов, браконьеры в поисках наживы истребляют уникальные виды живых существ, которые обитают только в Байкале. Если не обращать на это должного внимания, то человечество рискует остаться без крупнейшего источника пресной воды и уникального природного объекта. Давайте с уважением относиться к источнику жизни. Байкал – это источник бесконечных загадок и удивительных феноменов, которые продолжают вызывать интерес и изучение. Его мистическая атмосфера и уникальная природа делают его поистине волшебным местом на Земле. Легенды о Байкале позволяют лучше понять верования и обычаи племен, что много веков живут в этих местах. На протяжении долгого времени сменяющиеся поколения не перестают почитать огненное место, которое называют морем. Я думаю, нам стоит поучиться у них уважению и безграничной любви, которую они проявляют к природе, и в частности к поистине уникальному священному озеру Байкалу. На этом я бы хотел закончить это видео со 100 интересными фактами об озере Байкал. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В середине прошлого века ученые принялись исследовать необычный байкальский феномен особое свечение воды. Обычная проточная вода тоже может стать источником света, но ненадежным, а вот вода Байкала, так сказать, горит только так. Поймать иногда невидимые потоки света можно только при помощи чувствительных приборов в весенние и летние месяцы. Вот такими у нас получились 100 интересных фактов, секретов и легенд об озере Байкал. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.